Привет. Сейчас я вспомню слова, и мы начнем. Бобры строят свои хатки в самых труднодоступных местах, где никто не мешает им выращивать потомство. Слева от нас болото, справа от нас заболоченный канал, за спиной болото. Добраться сюда очень сложно. Именно это помогает им выживать в данной экосистеме. На старте нашей полугодовой киноэкспедиции нас встречает лесной кулик из семейства Бекасовых. Это черныш. Он предпочитает просторные и влажные леса, а также болота. Черныш активен в сумеречное время. Для него характерно постоянное качание хвостом, и он часто садится на деревья. Черныш гнездится не прямо на земле, а устраивает гнездо в дуплах или в гнездах белок, сорок и дроздов. По окончании гнездования черныши кочуют по разнообразным водоемам и в это время часто появляются вдали от леса. Вот напевает гаршнеп. Гаршнепы любят прятаться от чужих глаз в густой растительности. Кто думает, что болото это серость и грязь, тут не был на настоящих болотах. Здесь на каждые 10 метров натура для этюда художника. Смотри во все стороны, любуйся. Здесь полно жизни. Обгрызенные веточки, такие полянки. Здесь бобр принимал пищу и обозревал окрестности. А это что за ожившие щепочки танцуют в воде? Ба, да это малыши-ручейники устроили свой весенний праздник. Кажется, это древний Толкина, только в миниатюре. В настоящее время учеными описано 15 233 вида ручейников. Существует даже целая наука о ручейниках, которая называется трихоптерология. Личинки ручейников живут в воде, а взрослые особи почти не питаются, и срок их жизни составляет всего 1-2 недели. Как и гусеницы бабочек, личинки ручейников способны к выделению шелка с помощью пары длинных шелковых желез. Шелк им нужен для образования гнезд или трубочек, или как клей для создания разнообразных чехлов, часто включающих песок, маленькие камешки или кусочки листьев и веточек. Каждый род или даже вид ручейников строит домик строго определенного вида. Простейшая форма домика – тростниковая трубочка. Более сложная постройка – трубчатый футляр из отдельных кусочков листьев, которые личинка выгрызает и располагает по спиральной линии. В случае опасности личинки забираются в свой домик и затыкают вход в него своей головой, покрытой броней из хитина. Личинки ручейников считаются у рыболовов одной из самых лучших насадок, но я этого вам не говорил. А вот совсем другие обитатели болот – змеи. Обилие пищи привело к тому, что эти рептилии здесь чувствуют себя вольготно. Змей нельзя убивать. Они поедают большое количество грызунов. Например, гадюка питается мышами. А именно грызуны бывают переносчиками таких опасных болезней, как тулеремия, инфекционная желтуха и даже чума. Кроме того, змеиный яд в руках медиков становится чрезвычайно ценным лекарством. Например, по обезболивающему действию обработанный яд кобры во много раз превосходит морфий, а лекарства из яда гадюки используют для уменьшения боли при радикулите, артритах и других болезнях. Я варю супчик. Ничто не предвещало беды. Только птицы стали улетать подальше. Я поставил видеокамеры
приготовился к наблюдениям. Вдалеке раздавался гром. Он приближался все ближе и ближе. Начало капать. Постепенно дождь перешел в настоящую бурю. На следующий день я еду в Заказник посмотреть на следы своей ночной борьбы. Иду по своим следам и поражаюсь, как вообще удалось выбраться с разбитой лесовозами дороги, по которой вчера текли грязевые реки. А дальше было прямо как во «Властелине колец». Жук указал лапкой. И последний луч заходящего солнца над лесом осветил место, где лежал мой любимый нож. Это не постановка. Моя благодарность. А это уже совсем другая история. Прошло почти 2 месяца моих скитаний в поисках бобров. Сегодня в поисках жилых бобровых хаток хочу обследовать вот этот вот труднодоступный участок болот. Добраться сюда можно по торфяной скакалейке. Для этого почти полдня уже иду. Места, надо сказать, очень живописные. Такое ощущение, что находишься где-то в джунглях Бразилии. Всякий раз вижу, когда красоту болот, понимаю, что их дурная слава незаслуженная. Эти места просто родники, источники жизни. Места сказочной красоты.
Здесь почва такая богатая, сплошной чернозем. Я нахожусь в восточной части заказника. Посмотрите, какая красота! Через 2 месяца трудных скитаний по заказнику я наконец нашел Бобровое царство. Водопады, затоки, протоки, каналы, дикие и нетронутые места. Я варю супчик и наблюдаю. И тут из зеленых дебрей на меня плывет посол Бобрового царства. Здравствуй, друг. Я пришел с миром. А вот другой бобр занимается прокладкой каналов. Надо почесать носик. Как подгорные гномы, бобры начинают потихоньку выходить из укрытий и заниматься своими делами. Я понимаю, что меня приняли. Перед вами самый крупный грызун нашей фауны. Обыкновенный бобр. Впервые бобры появились в Древней Азии, где их окаменелые останки датируются возрастом в 56 миллионов лет. Знаете ли вы, что рост древнего бобра достигал 275 сантиметров, а масса 350 килограмм? Не дай бог с таким встретиться в лесу. Бобр – это крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. Длина его тела достигает 1 метра, а масса до 30 килограмм. Глаза у бобра небольшие, уши широкие и короткие, едва выступающие над уровнем меха.
Ушные отверстия и ноздри смыкаются под водой, а глаза закрываются мигательными перепонками. Бобр обладает красивым мехом, который состоит из грубых костевых волос и густой шелковистой подпуши. В старину обыкновенный бобр был распространен по всей Европе, однако вследствие интенсивной добычи начала 20 века оказался практически истреблен. Нынешний ареал бобра представляет собой результат усилий по восстановлению вида. Бобры предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек, прудов, озер и каналов. Для бобров важно наличие по берегам водоема кормовой растительности с мягких лиственных пород. Бобры превосходно плавают и ныряют. Под водой могут оставаться 10-15 минут, проплывая за это время почти километр. Живут бобры поодиночке и семьями. Полная семья состоит из 5-8 особей, семейной пары и молодых бобров. Семейный участок иногда занимается семьей в течение многих поколений. От воды бобры редко удаляются более чем на 200 метров. Границы своей территории они метят секретом мускусных желез – бобровой струей. Между собой бобры общаются с помощью пахучих меток, поз, ударов хвостом по воде и криков, напоминающих свист. Я иду по местам, в которых раньше попал в бурю. Тишина и покой. Знак. Дар. Похоже, что хатки бобрятки. Незаметно пролетели 4 месяца. Счастливые, трудные. Пора заканчивать съемки. Впереди 2 месяца монтажа, новые планы, надежды и разочарования. И суета жизни закружит в вечном повседневном водовороте. Работа, дом, работа, дом. А бобры по-прежнему будут плавать по своим делам, строить хатки, растить детей. В общем, все как у нас. Подрастут лосята, встанут на крыло перелетные птицы, закружится первый снег. И драма рождения и смерти снова повторится в природе.
Один молодой бобр все кружит и кружит, как будто не хочет прощаться. Ну что ты кружишь, дружок? Признал во мне своего старшего брата. Ведь мы с тобой почти породнились за это время. Пора расставаться. Как сложится твоя жизнь? Что там в книге судьбы? Давай, прощай. Нет? Вот теперь все. И фильму нашему пришел конец. Только в душе снова и снова я буду возвращаться в эти чудные места. Царство белорусского бобра.